События, которые будут рассмотрены в этом видео, разворачивались в 2016 году в американском штате Техас. 18-летняя первокурсница Техасского университета Харука Вайзер не вернулась домой после того, как вечером 3 апреля 2016 года покинула танцевальный зал в кампусе университета. На следующий день ее соседка по комнате, которая была обеспокоена тем, что Харука не вернулась домой и не отвечает на звонки, стала подозревать неладное и обратилась в полицию, сообщив об исчезновении. Харука родилась 20 июня 1997 года в Портленде, штат Орегон. Она была старшей из 3 детей в семье Томаса Вайзера и Ясуё Цунемине. С юных лет Харука увлеклась танцами. По мере взросления любовь к искусству только усиливалась. И то, что поначалу казалось просто увлечением, стало перерастать в стремление связать с танцами свою жизнь. В 2015 году Харука окончила Академию искусств и коммуникаций в Бивертоне, штат Орегон, где она была участницей танцевальной труппы, которая несколько раз в год выступала вместе с Орегонским симфоническим оркестром. На национальном танцевальном фестивале Харука произвела впечатление на представителей танцевального факультета Техасского университета в Остине. Ей предложили полную стипендию, и осенью 2015 года она поступила на факультет танцев и театра Техасского университета. Все, кто близко знал Харуку, считали, что ее ждет большое будущее. Но весной 2016 года все изменилось. 3 апреля Харука была на вечерней репетиции. В 21 час 30 минут она позвонила своей соседке по комнате и сказала, что возвращается домой. Она попросила открыть ей дверь, так как забыла свои ключи дома. Харука покинула танцевальный зал в 21 час 30 минут. Расстояние до квартиры она преодолевала примерно за 10 минут. Но ни через 10 минут, ни позже дома она не появилась и перестала выходить на связь. Когда на следующий день Харука не пришла на занятия, ее соседка позвонила в полицию и сообщила об исчезновении. Полицейские начали расследование и пытались выяснить последнее известное местонахождение девушки, но никто из тех, кого опрашивала полиция, не видел Харуку после того, как она покинула танцевальный зал. О пропаже сообщили и ее семье, с родными она также не выходила на связь. Когда Харука покидала танцевальный зал, она была одета во все черное. На ней была черная водолазка, черная куртка и черные спортивные штаны. На ногах были черные ботинки Dr. Martens. Также при себе у нее была темно-синяя спортивная сумка с красными ремешками, внутри которой, среди прочего, лежали ее тетради с записями и ноутбук с наклейкой на корпусе, на которой упоминался ее родной город Портленд. Это важные детали, к которым мы вернемся чуть позже. Тем временем полицейские нашли важную зацепку, а именно записи с камер видеонаблюдения, которые были расположены рядом с танцевальным залом на пути следования Харуки от зала до квартиры. Ее маршрут проходил через этот небольшой сквер. Зная, что Харука покинула зал в 21 час 30 минут, детективы стали просматривать записи, которые были сделаны примерно в то же самое время. Единственное, что привлекло их внимание на этих записях, это темнокожий мужчина на женском велосипеде. На записи видно, что незнакомец заметил, как в его сторону движется силуэт. Качество записи не позволяет однозначно утверждать, что это Харука. Но если сопоставить место, где была сделана запись, время, описание одежды и маршрут, которым девушка добиралась до квартиры, можно сделать вывод, что это именно она. Далее можно увидеть, как мужчина ставит велосипед на подножку и направляется вслед за ней. Обратите внимание, что на спине у него рюкзак. Спустя примерно 2 часа данный человек вновь попал в объектив камеры в том же районе. На записи видно, что незнакомец не едет на велосипеде, а катит его рядом с собой. При этом он немного прихрамывает, а в руках у него некая сумка, которую он снимает с плеча и вешает на руль. Рюкзак, который был на нем 2 часами ранее, по-прежнему висит на спине. У полиции были основания предполагать, что сумка, которой завладел данный человек, может принадлежать Харуке, и, соответственно, этот мужчина может быть причастен к ее исчезновению. Полиция стала искать этого человека. Харуку в последний раз видели вечером 3 апреля.
А уже 5 апреля, всего в 200 метрах от танцевального зала, нашли ее обнаженное, бездыханное тело. Оно было спрятано между двумя валунами у берега небольшого ручья в том самом сквере, через который девушка шла домой. Преступник как мог пытался спрятать тело, сверху оно было укрыто ветками. На голове и лице Харуки было большое количество травм, а на шее завязан ремень. Полицейские не смогли найти на месте преступления личных вещей девушки. Ни ее сумки со всем содержимым, ни телефона, ни одежды, ни обуви. Но неподалеку от тела были найдены очки, которые не принадлежали Харуки, и молоток. Следы на месте преступления указывали на то, что девушку перетащили с одного берега на другой, где потом было спрятано тело. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что, несмотря на черепно-мозговые травмы, нанесенные тупым предметом, причиной смерти девушки стало удушение. Нападавший использовал желтый нейлоновый ремень с проушинами на концах. Перед смертью Харуки была нарушена ее половая неприкосновенность, но с получением образцов ДНК возникла проблема, так как преступник использовал презерватив. И все же экспертам удалось найти некий образец на бедре жертвы, его отправили на исследование. Отсутствие на руках девушки ран защитного характера побуждало экспертов склоняться к тому, что Харуку ударили по голове, отчего она потеряла сознание, а уже потом сделали все остальное. Детективам, расследующим это дело, сразу показалось странным и необычным то, что преступник раздел девушку и забрал всю ее одежду, а также обувь. На месте преступления нашли только один носок и нижнее белье жертвы. Смерть Харуки стала тяжелым ударом для ее родных и близких, а также взбудоражила студенческое сообщество, которое стало сомневаться в безопасности кампуса. Предыдущее убийство, совершенное на территории кампуса, было датировано 1966 годом, когда ветеран морской пехоты США Чарльз Уитман, вооружившись, занял позицию на смотровой башне университета и открыл огонь по прохожим. Его жертвами стали 15 человек, еще 31 получил ранения. Уитман был ликвидирован на месте происшествия, а его поступок стал самым массовым расстрелом в США на то время. Теперь же, после смерти Харуки, в район университета были направлены дополнительные офицеры полиции. Университет призвал студентов соблюдать меры предосторожности и стараться ходить только в хорошо освещенных местах. Это вызвало критику со стороны студентов, которые считали, что обеспечение безопасности является обязанностью властей города и администрации университета. Через 2 дня после обнаружения тела, 7 апреля 2016 года, во время пресс-конференции полиции были обнародованы видеозаписи с подозреваемым. За информацию, способную помочь расследованию, было предложено вознаграждение в размере $15 тысяч. Здесь нужно вернуться немного назад. Напомню, что Харуку лишили жизни вечером 3 апреля, и, соответственно, подозреваемый попал на записи с камер тоже 3 апреля. На следующий день, 4 апреля, а если говорить точнее, 8 часов 21 минуту, в пожарное управление Остина поступило сообщение о возгорании в пустующем здании, которая находилась по адресу 2911 Medical Arts. Это всего в километре от того места, где было найдено тело. Когда пожарные приехали по указанному адресу, они обнаружили внутри здания молодого темнокожего мужчину, который сжигал внутри помещения какие-то вещи для того, чтобы согреться. По крайней мере, так он объяснил свои действия пожарным. Когда он сообщил, что ему 17 лет и то, что он бездомный, пожарные вызвали полицию. Прибывшие полицейские идентифицировали субъекта как Мичаэля Халила Крайнера, родившегося 30 июня 1998 года. Полицейские отвезли Крайнера в приют для бездомных. С собой он взял несколько сумок и рюкзак, а вот женский велосипед с рамой красного цвета, который, по его словам, тоже принадлежал ему, не поместился в полицейскую машину, и поэтому его забрали на хранение пожарные.
Когда 7 апреля полиция опубликовала записи с подозреваемым, именно один из пожарных заметил, что человек на записях похож на человека, который 3 днями ранее сжигал вещи в заброшенном здании. Офицер из пожарной части позвонил в полицию и сообщил эту важную информацию. Когда полицейские отвозили Крайнера в приют, на них были нагрудные регистраторы. Просмотрев записи с этих регистраторов, полицейские действительно заметили сходство Крайнера с человеком, которого они считали подозреваемым по делу Харуки Вайзер. В пользу этого также указывал велосипед, который хранился в пожарном управлении. Более того, одна из сумок, которые были у Крайнера, когда его везли в приют, была синего цвета с красными ремешками. Изображение сумки было показано подругам Харуки, и они подтвердили, что это в точности такая же сумка, как была у нее. Обладая всей этой информацией, в заброшенное здание, где обнаружили Крайнера, отправился детектив. На остатках костра, который потушили пожарные, он нашел часть не сгоревшего до конца ботинка фирмы Dr. Martens, сгоревший блокнот с математическими записями, черные спортивные штаны по размеру явно меньше, чем у Крайнера, и некоторые другие вещи. В тот же день полицейские отправились в приют, где поселился Крайнер. Получив ордер на обыск шкафчика, который ему предоставили, детективы приступили к обыску. В шкафчике Крайнера нашли ту самую синюю сумку с красными ремешками. Внутри нее лежал ноутбук с наклейкой на корпусе с упоминанием Портленда. Как потом будет установлено, это был ноутбук Харуки. Также в сумке был пенал с ее именем, книга, которую ей подарили родители, и ее калькулятор. Крайнера арестовали и доставили в полицейский участок. Он стал утверждать, что не имеет отношения к смерти Харуки Вайзер. По его словам, синюю сумку и велосипед он нашел рядом с мусорным баком утром 4 апреля. Он принес сумку в заброшенное здание, открыл ее и стал проверять, что внутри. Из его рассказа следовало, что в сумке, помимо того, что нашли полицейские, были еще перчатки, веревка и телефон, но он все это сжег. Телефон сжег, потому что у него не было подходящего к нему зарядного устройства. В потушенном костре действительно нашли остатки сгоревшего телефона, но восстановить какие-либо данные с него не смогли, и поэтому доказать, что телефон принадлежал Харуки, было невозможно. Крайнер был одним из 5 детей у своей матери, которая воспитывала их одна, а также испытывала проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Он, как и его братья и сестры, с самого детства был предоставлен сам себе и подвергался физическому воздействию. В конечном итоге Крайнера отправили жить к бабушке, которая тоже его избивала, и когда ему исполнилось 17 лет, она выгнала его из дома. Он преодолел почти 700 километров автостопом, прежде чем оказаться в Остине. Судебный процесс начался 11 июля 2018 года. Крайнер, которому только исполнилось 20 лет, виновным себя не признал. Его адвокаты утверждали, что полиция арестовала не того человека. По законам штата Техас ему могла бы грозить смертная казнь. Но так как в апреле 2016 года Крайнеру было 17 лет, смертная казнь в качестве наказания не рассматривалась. Помимо сумки Харуки, ноутбука и других ее личных вещей, сторона обвинения предоставила в качестве доказательства вины Крайнера очки, которые были найдены на месте преступления. На суде выступила менеджер магазина оптики, которая подтвердила, что продала Крайнеру эти очки по рецепту, который он предъявил. Также дал показания врач, который выписал ему этот рецепт. По словам врача, Крайнер страдал от астигматизма. И что важно, этому дефекту в большей степени был подвержен его левый глаз, что делало линзы на его очках своего рода уникальными, так как они подбирались индивидуально для левого и правого глаза. Несмотря на то, что найденные на месте преступления очки полностью соответствовали рецепту Крайнера, и несмотря на то, что продавец оптики подтвердила, что продала ему очки именно с такой оправой, он утверждал, что представленные на суде очки не его. Он сообщил судье, что имел дурную привычку грызть кончики заушников, а на очках, найденных на месте преступления, заушники были невредимы. Плюс ко всему, на них не нашли его отпечатков пальцев. Также Крайнер настаивал на том, что нашел сумку Харуки в мусорном баке на следующий день после ее смерти.
Там же, по его словам, он нашел и велосипед. Еще одним важным свидетелем стал Мэрик Мэкью. Это сотрудник департамента легкой атлетики Техасского университета. Он сообщил, что 30 марта, а это за 4 дня до смерти Харуки, он обнаружил в одном из складских помещений университета постороннего темнокожего молодого человека, который, судя по всему, решил там обосноваться. На суде он опознал Крайнера как человека, который проник на территорию университета. Крайнер подтвердил эту информацию и сообщил судье, что прожил несколько дней в помещении университета, прежде чем его обнаружили и попросили уйти. Мэкью сделал несколько снимков этой бытовки. Эти снимки интересны в первую очередь тем, что на одном из них видно лежащий на полу молоток. Абсолютно идентичный молоток нашли на месте преступления. Напомню, что этот снимок был сделан за 4 дня до нападения на Харуку. Получается, что молоток из помещения, где жил Крайнер, через неделю был найден на месте преступления. Стоит отметить, что на молотке, так же как и на очках, не было никаких отпечатков пальцев. Еще одним косвенным доказательством против Крайнера выступили записи, найденные у него. Он писал короткие рассказы, в которых описывались жестокие, интимные действия, но Крайнер назвал это просто выдумкой, не имеющей ничего общего с реальной жизнью. А это селфи, найденное в телефоне Крайнера. Тут интересны не столько очки, сколько оранжевая бандана на его шее. Напомню, что у человека на записи на шее было нечто похожее. Это еще один момент, говорящий в пользу того, что на записи именно Крайнер. Как ранее было сказано, во время проведения судебно-медицинской экспертизы на теле Харуки был найден образец чужой ДНК. Но судья отклонил его как не имеющий доказательной ценности. А все потому, что лаборатория, проводившая анализ, нарушила процедуры тестирования. Таким образом, обвинение было построено исключительно на свидетельских показаниях и косвенных доказательствах, которых, стоит признать, было достаточно много. 20 июля 2018 года присяжные признали Крайнера виновным. Его приговорили к пожизненному заключению с правом просить о досрочном освобождении через 40 лет.